Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро-прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Давайте с вами узнаем, что будет для вас внезапно, что или кто появится неожиданно, сами по себе неожиданные контакты, и что же будет дальше. И вначале мы с вами достанем 3 знака судьбы на колоде 78 дверей, узнаем, какие двери открыты, закрыты, в течение с 10 по 20, может быть, это будут важные подсказки, или когда вам придется видоизменить свои планы. Но больше это будет именно как что-то происходит в вашей жизни. От вас это потребует, каких-то действий или активности. Итак, смотрим. Первый знак судьбы как подсказка. Что происходит? Что случится с 10 по 20 в вашей жизни, в вашей судьбе? И давайте достанем такую карту, одну конкретно. Что будет внезапно, что вас удивит? Вторая карта – неожиданные контакты. Кто или что, мы говорим, появится неожиданно. И к чему же это все идет? Разберемся. И еще одну карту достанем. Что будет меняться? Может быть, как изменится ваша жизнь? И достанем также по основным сферам жизни, что ждет стрельцов с 10 по 20 апреля в личной жизни, взаимоотношения в целом, финансы, что ждет стрельцов опять же, ну и сфера работы, учебы, документы, важные встречи, какие-то контакты, ваши планы с 10 по 20, как это будет складываться. Итак, давайте узнаем первый знак судьбы. Что изменит ваши планы или потребует от вас важных решений? А вот точно важные решения. Будьте готовы, какая-то информация. Возможно, вы ее уже даже получили или получите. Может быть, вы ждете, да? Пришла одна информация, новость, а вы ждете еще одну. Но или всегда по этой карте все же 8 жезлов. Скорее всего, жезлы, дела, работа, бизнес, вот именно что-то касается, пусть даже личной жизни, но, стало быть, это могут быть документы или решения, когда не только ваше, а и другого человека, или это потребует определенных составления документов, там, да, или договариваться придется. Поэтому, да, вот именно с какой-то деловой активностью будет связана новость, которая сама-то по себе не внезапно, неожиданно. Она по 8 жезлов буквально врывается в нашу жизнь. И нам приходится что-то корректировать. Ключи подбирают, да? Закрытых дверей как будто и нет. Но, может быть, еще предстоит открыть какие-то иные двери. И вот посмотрите, у нас 2 человека именно в этой колоде. То есть договариваться нам скорее придется. И показаны 2 разные девушки. Совершенно, да? И как будто вот эти ключи нам необходимо, как будто подсказка есть, безусловно. Но вот нам придется, видимо, проложить какую-то траекторию, которую заранее мы даже не просчитывали. Будьте к этому готовы. Интересно, давайте вторую карту, второй знак судьбы. Здесь может быть что-то такое, что действительно неожиданно. Но вы знаете, как рушится все-таки карта башня. Это всегда трансформация. Поэтому тут может быть таким заключительным аккордом все же у нас пока Уран до 26 числа находится в знаке зодиака Телец. Кто-то спросит, а при чем тут я, Стрелец до Тельца? Но планетарные транзиты на нас вот именно в апреле, в мае. Но я должна сказать, насыщенным будет вообще 2026 год. Но если мы говорим год огненной лошади, он может быть богат вот именно стремительностью, внезапными событиями, неожиданными, как вестями какими-то, да, информацией. Но, может быть, это и есть элемент вот именно через информацию, когда вам нужно что-то переделать. Может быть, для кого-то из вас, я это не исключаю, но мы все разные, перекладывайте, что в вашей душе откликается, мои дорогие. И мы, конечно, рассматриваем карты с позиции позитивной психологии и здравого смысла, поэтому принимайте то, что откликается. Но для кого-то из вас может совпадать, когда меняются законы, меняются какие-то положения, статусы как будто меняются. Да, раньше было одним образом, а теперь вот по-другому. Раньше вы могли действовать в одном каком-то ключе или формате, а здесь приходится как-то по-другому видоизменять. И есть такое значение успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но часто ведь это, смотрите, башня. Первые карты Таро – это прообраз
как тюрьмы, которая уже когда-то дала трещину и вроде как стояла, да, но вот теперь от попадания молнии именно эта трещина, она дает просадку или само здание начинает как будто тоже разрушаться. Вот у нас здесь люди, которые спасаются вот именно бегством, да. Почему есть такое значение, когда мы быстро, спешно собрались и куда-то поехали? Ну, понятно, тут не обязательно какое-то, ну, хотя, видимо, мы все разные, и смотрят мои видео люди из разных стран, но либо сама по себе какая-то концепция вашего дела, работы может потребовать вот этой трансформации вашей, перестройки. А может быть, придется куда-то поехать, отправиться, чтобы с кем-то важным человеком поговорить, например. Или беседу какую-то осуществить, или диалог, ну, может быть, даже с планами последующими, ведь это башня. Тут не совсем касается вот именно узкого периода, который мы с вами рассматриваем с 10 по 20, а тут что-то более такое продолжительное, что, кстати, могло иметь уже какие-то инициативы, или у вас могли быть подсказки даже, вы внутренне могли это ощущать, что в любой момент вот именно в этом каком-то моменте или в вашем, может быть, каком-то занятии, задании, вашей теме, плане, вот тут может произойти сбой, потому что что-то может меняться. Вот поэтому я такое допускаю. Давайте откроем третью карту, мои дорогие стрельцы. Ну вы как вот этот маг, посмотрите. Может быть, сама по себе просто тема непростая. Люди непростые, да, которым вот эти ключи приходится подбирать. Может быть, и решение, которое, знаете, от нас потребует, ну вот решиться нужно, да, перед тем, как сделать первый шаг. Но у нас здесь маг, какая-то идея сама по себе. Почему так говорю? Потому что маг босиком. Вот именно какая-то идея имеет больше смысл, нежели финансы даже. Вот может быть это ваша задумка, туз жезлов. Иногда эта карта олицетворяет тоже где-то информацию. Поэтому тут может быть, смотрите, одна информация, потом следом вторая и третья у кого-то. А у кого-то первая информация, какая-то подготовка, или вы видите, что да, вот мне нужно действительно совершить поездку. Но следом тогда может прийти еще одна информация, ведь всегда, или сама по себе возможность. Давайте уже суммируем у кого что, но туз жезлов, пусть это тоже где-то касается работы, документы, или когда руководитель, может быть, меняется, да, как-то нам приходится себя перестраивать. Но у каждого по-разному будет. Но вот эти двери вы открываете сами. Вы как будто знаете вот это кодовое слово, секретное слово или вот этот ключ. Так, давайте я перемешаю колоду, и мы немножко проясним хоть, что это такое. Потому что для кого-то из вас это потребуется, может быть, даже с одного известия все начинается и требует от вас вот этой внутренней трансформации. С чем связано или с кем? Рыцарь Пентаклей, да, у кого-то может быть действительно работа и вопросы финансов. С кем-то договариваться, встретиться, но это ведь всегда возможность. У нас тут как будто человек уже спешит с подарком. Вполне вероятно, двое, и здесь двое. С кем-то вам придется именно взаимодействовать по вопросу работы и одновременно денег. Что такое башня? С чем, с кем это связано? Знаете, вот хочется сказать, надеюсь, все понимают мой сленг, волшебный пендель, да? Вот как будто судьба нам дает. И ведь и правда, тут может быть что-то такое, мои дорогие стрельцы, о чем вы явно думали. Клетка, человек сидит. И, кстати, два ворона. Ворон – символ мудрости. Может быть, это вы где-то находились, знаете, как пума перед прыжком, хочется сказать, да? Вот готовится, она замирает, как будто приседает, опускается на передние лапы. Вот ваше состояние, оно могло уже сложиться в процессе апреля, может быть, до 10 даже. Но тогда с 10 по 20 вполне вероятно вы себе скажете, в чем-то пора. Как будто ситуация вот именно теперь нас заставляет выходить из замкнутого пространства. Ого, маг. Да тут для вас нет ничего невозможного. Да, договариваться придется. Возможно, вам придется важную беседу осуществить с человеком достаточно практичным и одновременно сложным. И вы, может быть, бы даже этого не хотели. А у вас это будет как единственный вариант. У кого-то так проиграется. Когда приходится где-то наше эго усмирять, именно договариваться,
но каким образом подступиться к этому человеку или к какой-то конкретно проблеме, теме вы все-таки будете обдумывать. Но я могу предположить, что времени может быть не так много, мои дорогие. И договариваться, скорее всего, придется. Но у вас есть стихия в руках. Тут какой-то может быть трансформационный момент, который связан именно с какими-то очень фундаментальными основами, может быть, основами вашей жизнедеятельности, скажем. Ну, а почему нет? И работа, или даже деньги – один из способов взаимодействия с миром. Тут как будто этого требует. У кого-то из вас это построение карьеры. Здесь все-таки я вижу, правда, есть какое-то взаимодействие четко с конкретным человеком, когда хоть и не просто, но для вас будет необходимо выстроить какую-то новую траекторию взаимоотношений. Это вам как будто будет интересно. Хотя я не исключаю, что для человека тоже взаимно выгодный какой-то интерес может быть. Поэтому тут у кого чего касается, но договориться определенно можно. Давайте узнаем, что же это за шанс, туз жезлов. Что за шанс? Паж Пентаклей. А это какое-то новое дело, которое, может быть, вам, кстати, доверено, предложено. Но вот этот замысловатый предмет, который напоминает вроде как два кольца переплетенных, да, на самом деле нет. Это какое-то хитросплетение, надеюсь, видно. Это может быть как человек к вам с подобной просьбой стучится в дверь, но вы точно так же. Как будто можете пробовать или какое-то занятие, или метод, который вы не осуществляли никогда раньше. Именно методом пробы что-то у вас идет, и вы еще пока не знаете, чем это все закончится. Аркан Император. Возможно, вы столкнетесь с таким человеком, который представитель власти. Все-таки это у нас император всегда какая-то структура. Но для кого-то ведь помимо структуры организация, как будто себя приходится организовать в несколько ином направлении, в новом ключе. Или как будто новую дверь, мои дорогие, открыть. Может быть, и придется кому-то оказаться среди нового менталитета, среди других законов. Или сами по себе законы меняются. Ну, законы у нас не меняются, подзаконные акты обычно выходят. Поэтому, но это все равно приходится учитывать. И себя, вот именно организация вашей личной жизни, она как будто тоже может быть пересмотрена, потому что так правильно, точно. У вас как по судьбе карта старшего аркана, карта кармы. Это то, чему мы не избежим. Договариваться придется, обратите внимание. Дубовые такие большие тяжелые двери. Ни ручки, ни замка, ни ключа. Автоматически откроется эта дверь, когда трое договорятся. А они как будто на ступенях спорят. Вам придется, знаете, вот как какое-то среднее арифметическое находить. Или к какому-то компромиссу будьте на всякий случай готовы. Но всегда ведь эта карта причины и следствия, мы говорим, да, потому и кармы. Значит, где-то проиграется для кого-то из вас тот момент, когда вы уже об этом думали, но это было больше с позиции, да, я допускаю, что такое может быть. Может быть, втайне надеялись, что нет, вот именно так не произойдет. Но можете вы тут подтверждение своим где-то, знаете, вот предчувствием, интуиции. Можете такое подтверждение получить, и кто-то из вас решится действовать. Но и договариваться как будто нужно. Для кого-то из вас сама по себе бумага, которую нужно будет, может быть, срочно куда-то отправиться, согласовать с законом. Или вот как по аркану Император это могут проходить, к примеру, чиновники, персоны, которые наделены властью, те, которые работают по приказу в рамках своих полномочий. Может быть, и переделывать какой-то документ придется. Но вот перекладывайте на себя, потому что мы все разные. Можно, наверное, до бесконечности рассказывать, потому что у вас, ну, серьезные арканы такие, которые дают вам и возможности, но и от вас требуют гибкости. Что внезапно, что неожиданно для стрельцов. Какой-то конфликт, мои дорогие. А что за конфликт? С чем это связано или с кем? Здесь может быть весть опять. Все-таки у нас пажи мечей – это вестники. Иногда это наши дети, может быть, даже взрослые.
Нет, все-таки тут будет внезапно какая-то новость, которая вообще непонятна. Ну, словно ни в какие ворота не лезет. Словно не то куда-то ехать, не то оставаться. Не то принимать или занимать одну какую-то позицию, не то другую. Или действовать одной тактикой или другой. Здесь может быть внезапно, все-таки я такое допускаю, король Пентаклей. Это та персона, которая очень ресурсная. Где-то вам самим придется быть в этих энергиях. А это у нас великий консерватор. Потому что что-то идет на самосохранение. У кого-то из вас это весть, которая будет касаться напрямую денег. Или вам нужно что-то видоизменить, а в интересе в конечном или итоге это именно поступление финансов. Но я точно так же допускаю, что тут, правда, для кого-то из вас, как внезапно, может быть весть от человека, от вашего близкого человека, потому что по этой карте у нас проходят иногда буквально супруги, ну или родственники. А для кого-то из вас это может быть как весть из банка, да, все же иногда это тоже проигрывается. Но вот для вас предельно как будто вот про карта праздника. Может быть и не с двумя, а с тремя придется договариваться людьми, да? Или вообще какую-то многоходовочку вы будете тут продумывать, мои дорогие. Но я точно так же могу допустить, что для кого-то из вас придет весть от конкретного человека, который будет, может быть, даже вам готов в чем-то содействовать, помогать. Будьте готовы. И вы от этой помощи, может быть, вы бы ее не рассматривали, потому что тут не совсем простые карты выпадают. Но вот именно в этот момент вы, проанализировав вот так вот, с точки зрения практики и одновременно, ну, может быть, даже если мы говорим консерватизм, даже с точки зрения консерватизма, вы примете какое-то решение, за которое себе потом скажете спасибо. Неожиданные контакты, Солнце. Конечно, это карта выбора правильного направления. И кто-то из вас в апреле может в целом столкнуться. У вас, опять же, много старших арканов, мои дорогие стрельцы. Для кого-то пусть это новость, которую вы слышите только где-то в этот промежуток. А заниматься вы этим будете значительно дольше, несколько месяцев, я такое допускаю. 6-8 месяцев, это поэтому у нас и карта где-то Солнце сразу дает нам ориентир. То, что у вас происходит в апреле, вы берете, знаете, как, может быть, первый шаг в каком-то, либо в новом методе, в новом деле, или когда что-то меняется, перестраивается, трансформируется, оказывает влияние на вас, и вы тоже где-то, ну, себя вынуждены трансформировать. Но ведь это карта Солнца, это карта ясности, это карта успеха, удачи, это карта того, что мы выстраиваем совершенно другое качество жизни, мои дорогие стрельцы. Но, видимо, серьезное решение какие-то от вас последуют. Это будет необходимо. Иногда мы говорим, это карта эго, поэтому мы можем подзастрять. Единственный момент. Все же мы спросили неожиданные контакты. Поэтому тут могут быть и в вашу сторону какой-то неожиданный контакт, который приносит вот эту весть. И тут будет очень важно не соскользнуть на то, как вы всегда считали или вы всегда думали. Все же башня говорит, тебе придется себя перестраивать, где-то причесывать собственное эго. К чему все идет? Снова нам карта говорит о шансе, еще один туз. Причем для кого-то шанс решить вопрос по финансам. Для кого-то из вас, как будто, вот посмотрите, тут этот пентакль изображен. Именно как солнце даже, да, вот такая вот аллегория. Так и что же будет меняться? Вот для вас, мои дорогие стрельцы, посмотрите, какие шикарные карты. Солнце, туз пентаклей, шестерка жезлов, карта победителя. И, видимо, правда придется как и договариваться, и это будет правильно. Или искать альтернативный вариант. Это для вас как дорога к солнцу, дорога к победе. Причем высшие силы вам тут помогают. Что ждет в личной жизни стрельцов? Ну, наверное, по этой карте то, что было прежде, вряд ли тут за 10 дней что-то кардинально меняется. Но баланс, мои дорогие, именно в этой колоде, обратите внимание. Удивительная карта. Мало что у нас жонглер. Попробуй ты. Подбрось, а потом этот пентакль поймай, да, вот пожонглируй. И у нас словно выстраивается в какую-то бесконечность. А ведь правда, то, что у вас происходит где-то в апреле, будет оказывать на вас влияние еще продолжительный срок. Но жонглер на качелях, мои дорогие, представляете, это вот как это так можно сделать? И это касается личной жизни.
Но вот как будто не время амбициям, а время договариваться. Давайте узнаем финансы, что ждет. На финансы у вас как колесо фортуны. Будьте внимательны. И для кого-то начинается словно камни с неба, а для вас так работает фортуна. Так работает аркан солнца. Победа. Шанса. Два шанса. Как туз жезлов, так и туз пентаклей, мои дорогие. И правда, может быть, это даже много информации и ваших каких-то решений. Я могу предположить, что для кого-то из вас апрель месяц будет запоминающимся периодом. Давайте третий аркан откроем, и это ваши достижения, работа, планы, карта будущего. Будет тот период, когда вы словно останавливаетесь на полдороги. Вот представьте, что вы шли по какой-то тропинке, и вдруг вы остановились. Именно вот в какой-то момент мы понимаем, что нам теперь нужно понимать, что мы с собой готовы взять из прошлого в будущее. Вот как этот человек на краю обрыва, он никуда не собирается идти. Он как будто ему нужно вот панорамно так увидеть, что происходит вокруг него. И мы останавливаемся именно для того, чтобы понимать, что будет прогрессом, а что нет. Какой-то вопрос вам придется решать, я так вижу. Однозначно, но само решение, оно неоднозначное. С чем это связано? Ваша карта. У кого-то у нас все-таки пара выпала, королева жезлов и король жезлов. Здесь может быть личная жизнь, но в контексте документов, может быть, финансов, оформления каких-то отношений, а для кого-то это может касаться работы, мои дорогие, каких-то партнерских отношений. Вот мне нравится десятка мечей, как ее называют Колет Барон Рид, известный таролог и психолог. Изящное завершение. Поэтому вот тут действительно, что мы с собой в будущее не возьмем, что уже само от нас пытается оттолкнуться. Это где-то ваши планы, работа, вам высшие силы помогают. Для кого-то из вас это как вариант заработков, новой работы, может быть, через обучение, потому что что-то уже завершается, не имеет смысла. Но для кого-то из вас, как прогресс по финансам, именно возможен вот после этой трансформации. Давайте еще одну карту. Непростой у вас получается расклад. Мне хочется, ну да, тут вот правда. Вы знаете, вам тут, скорее всего, в личной жизни, у кого все хорошо, относительно даже, да, мы будем говорить, в личной жизни, и король кубков это часто тоже наши близкие. Значит, я могу допустить, кто-то за вас переживает, а может быть, это ваш совместный план будет с кем-то, мои дорогие. Но поддержка тут определенно есть. По крайней мере, даже если вам приходится договариваться, ну, может быть, да, но есть вариант, что нас услышат. Или договориться мы можем. Я хочу узнать, вот интересно, карта финансового успеха и колесо фортуны. Как это связано? Не объясняют нам карты, дают еще один старший аркан. Причем волшебный. Карта сила. И опять же где-то пара. Карта мага всегда мужская сила. Карта женской силы – это сам по себе аркан силы. Ну, так чаще мы называем. Хотя это, конечно, не обязательно. Энергетика одинакова у этих карт. Это всегда те люди, которые сами по себе очень ресурсные. Которые, знаете, богаты, может быть, на какие-то планы, на то, что идеи какие-то новые хотят попробовать. Но вот именно договоренности какие-то, может быть, между у кого-то в личной жизни, а у кого-то это будет касаться и работы тоже. И это карта критического мышления. И я говорила об эго по аркану Солнца. А Лев тоже прообраз нашего эго. Он подчиняется прекрасной деве, потому что не чувствует агрессии. Поэтому, знаете, как не время ни фетишу, ни время собственным доказательствам, ни время настаивать вот на какой-то одной своей позиции, когда на 1000% стрелец уверен. Допустите, может быть, мои дорогие стрельцы, какие-то альтернативные варианты. Вполне вероятно, потом как раз вы себе за это скажете спасибо. Потому что тут шанс может быть такой какой-то, знаете, как скрытый, завуалированный. Вот это колесо фортуны, никогда не знаешь, как оно сработает. Но часто эта карта требует от нас скорости определенной или вот таких решений. Может быть, когда мы чего-то ни в коем случае не откладываем на завтра. И это будет связано, ну, как-то и с финансами тоже. Но возможности у вас есть.
Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте на моем сайте статьи, и ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.